что, сегодня предстоит дождливый день в течение всей поездки. Так, момент истины, сколько вчера проехали. Вчера 831,9 километра за вчера. Вот такой вот мокрый. И это все, это он успел намокнуть, пока я приматывал сверху сумку и накрывал это вот этим полиэтиленом. Короче, будет сегодня веселая поездочка. Осталось что-то там 530 или 590, по-моему, 530 километров, что-то в этом роде. Или 490, короче, уже не важно. Так как бахил нету, запихал вовнутрь этих мотобот кульки обычные, мусорные, как носки, их одел, как чулки. Потому что если одеваешь поверх, конечно, шикарно, но асфальт скользкий, капец. Останавливаешься, мотик просто ловишь, нога едет. Я сначала думал, ну, как на банановой шкурке, по сути, едет очень легко. Все, ставим навигацию, надеемся, что ближайшая жабка открыта, чтобы перекусить утречком. И поехали. Так, ну что, ой, блин, гребаный дождь льет и будет лить целый день. По сути, хреновее, чем в Германии, когда я ехал от Сани. Потому что температура 5 градусов, а не 6, как там было. Мотик на холостых глохнет. Несмотря на то, что я поменял свечу в жабке. Походу, эта катушка уже сдыхает. Сейчас еду, загорелся check-engine. В прошлый раз я лечил это тем, что выключил зарядку телефона, который на навигаторе. И поставил его на пауэрбанк. Соответственно, сейчас сделаю то же самое. Но что значит из хренового? Хреново то, что значит я не смогу включить подогрев ручек. То, чем я активно пользовался, пока ехал в Германии, тогда у Сани в дождь. За первые 50 километров из 490 там что-то там, ноги уже мокрые полностью, несмотря на то, что вовнутрь я запхал эти пакеты, ну, которые я, получается, надел на носки теплые. Получается, оно так не работает. Надо, чтобы не промокали сами сапоги. Пальцы рук, как в детстве при игре в снежки. Без перчаток, отмороженные. Вон, пар с них идет, но, наверное, так видно не будет. Нацепил аэрофатку, потому что вот эта фигня, она прилегает без нее плотнее, но это до задницы, потому что она начинает охлаждать шею. И становится холодно. Ленина мазюка, которую я намазюкался утром, грела все время, но сейчас уже ее ресурс завершился. Короче, сейчас что там, 8 утра, по-моему, или 9, по-моему, 8. Уже дико холодно, а дома я буду в лучшем случае часам к 5. Это было бы, конечно, зашибись бы вариант, потому что ни хрена не едет, воздух плотный, блин, максимальная скорость 65. Это максимальная, блин. Короче, такое. Как только похолодало, блин, все, он ни хера не тянет, блин, воздух пихать не может. В общем, вот такое. Осталось 80 км. Блин, холодина ужасная просто. Намазался опять этой Лениной бодягой. Еще шею намазал, потому что без аэрофатки дико сквозит. Хрен его знает сколько. Ну, пар изо рта идет. Он на руках шо от перчаток. Блин, вообще жопа. Так как по приезду в отель около 10 вечера, а может даже и так далеко за 10, я был настолько уставший, что просто притянул в комнату сумки и свалился спать в теплую кровать. Да, хоть это и была целая комната, но на букинге это значилось как хостел, ну и стоило соответственно. Но насколько же я был рад целой комнате. В итоге, после непродолжительных попыток длиной в пару минут найти зарядки для GoPro-шки, я просто забил и закопался под одеяло. И на этом закончился этот день. Конечно, путь домой, который бы я отснял в тот день, был бы полон холода, дождя, страданий и превозмогания всего этого, которых многие хотели бы понаблюдать на трубе. Но сорян, в этот раз придется посмотреть на несколько фоточек из путешествия и поверить на слово, что это оказался самый сложный день из всего путешествия. Самое обидное было то, что, проснувшись рано утром и проверив прогноз,
Проливные дожди были аж до Варшавы и были на всю неделю вперед. И что я наблюдал в течение всей дороги, собственно. Но вот на следующий же день после возвращения уже было солнце. И будь это в прогнозе, я бы просто потусил бы в том отеле еще один денек и ехал бы по сухому без всех этих сложностей в пути и осложнений на спину, которые я потом еще лечил до самого конца лета у нейрохирургов, там, мануальщиков, рехабилитологов и вот это вот все. И, конечно же, все это путешествие не было бы и близко таким запоминающимся, если бы не все друзья, которых я посетил по дороге. Ребята, огромное вам спасибо за гостеприимство, за все те прогулки и достопримечательности, которые все же успели с вами посетить, пока еще не сдох окончательно. Пламенный привет из солнечной на сегодня, конечно, Варшавы. Вчера она была проливным дождем с грозой. И заезжайте в гости. Уже давно вы у нас не бывали. И, естественно, Юра, мы к тебе все-таки доберемся с Таней в Прагу. Саня, Наташа, держитесь, Октоберфест приближается. Нужно машину успеть к тому времени привести в порядок, чтобы до вас добраться. Ну а дальше, ребята, сорян, но как-то на машине мне к вам ехать в Лом. А с Таней, Таня на мотик не сядет. Да и в принципе на дальняк с пассажиром ехать такое себе удовольствие, скорее всего. В первую очередь даже для пассажира. Поэтому там уже что-то типа общественного транспорта, скорее всего. Ну, хотя зависит. Зависит, наверное, куда ехать. И как. Наверное, да. И по времени. Что со временными интервалами? Если же это ты едешь только, не знаю, там в 1-2 места, и дорога бы тебе заняла там 2-3 дня, а у тебя есть 2 недели, то да, тогда ты спокойно, не напрягаясь, плюс-минус в свободном графике. А если же едешь, как я ехал на данный момент, в очень много мест, хоть и было 4 свободных недели, а весь маршрут запланирован на 3, но все равно погода давила, и неизвестность, и возможность где-то поломаться по дороге, не успеть потом вовремя вернуться, тоже скрадывала часть этой самой дороги по пути. Так, следующий день после приезда домой. Оцениваем повреждения на мотике. По-быстренькому намазал цепь. Она, к счастью, не успела начать ржаветь. В стойке, получается, вот здесь пластик натер. Конечно, по польскому дождю усрало мотик полностью. Грязнючий весь в песке. Глушак. Так, блин, не знаю, видно он там, не видно. Короче, глушак весь ровно черный. Хотя сверху у него здесь нержавеющая накладка блестящая должна быть. Ну, в общем, вот такое. Теперь его надо будет отмыть. Седуха вот так выглядит. И вот тут вон потеки какой-то говна, которое было на дороге. Цилиндр такой ровно заговнистый, заговнищенный. Блин, как-то цвет достал уже в гараже. Вот такое. Ну что, прошла неделя, как я домой вернулся. Наконец-то более-менее отошел. Отмыли, помыли, приехал как бомжара, вонючая, обоссанная лисами, черная, грязная и вонючая. Даже коты не признали, в шоке были. Да, Лёня, кстати, когда он у тебя стоял, когда мы ходили, масло, по-моему, туда сливали, я так почувствовал, что вроде кто-то сыкнул. Думал, ну ладно, фиг его знает, может, не придал значения. А там... И воняло мне, всю спальню завоняло. Как будто у нас, блин, катапарк, блин, с лисей, обоссанные. Да, Ролька там ушами смешно шевелила. Она вот так делала. И уши такие. Короче, нога до сих пор еще тянет. Хоть японец, конечно, в четверг, наверное, это был, не знаю. Немножко размассировал, немножко легче стало. А жена ему ничего не делала, не это самое, не массировала, да, не мазала. Да, да, вот Ленина мазюка добавляла. Только японец, Таня, про жену забыли. Да.
Конечно. Вот. Приехал голодный, холодный, ему на блюдечке, ванную покушать, бурлильку включил. 100 грамм в это принесли с клубничкой, с печеньками вкусными, с едой. Еще и секса дали даже немножко. Ой, как смешно. И все это в Не ванной. пугай собакинов. Ну и какие Ну, и, в общем, конечно, так кататься 125-кой не, это слабое. Слабое рано сильно, потому что надо где-то в июле так плюс-минус ехать, наверное, чтобы тепло было, не было этих мерзких дождей. Потому что последний день, это суббота, наверное, была, или фиг его знает, что был просто омерзительный, когда я по Польше ехал. Еще какой-то придурок солярку разлил, не знаю, там села 3 или 4 пострадало. Я его догнал на какой-то заправке, потому что носило просто в хлам. Раза 3 чуть не навернулся. Думал, уже заднее колесо спускает. Съезжал в песок, там его пытался почистить. Потому что сначала видно было, что солярка, а потом едешь, вроде солярки уже и нету. Но при том, что вся дорога в слое воды, размешанной с соляркой, то это было, конечно, крайне незанятно. Ну, вот такое. Как бы на 125-ке, не знаю, как Коровин говорил, что хоть на 50 кубах нет. Нет, когда ты едешь 60 километров в час просто банально, потому что тебе ветер в харю дует, и холодно, и она не может пхать больше, то это отвратительно. Я не знаю, хотя бы пол-литра надо, чтобы ты мог стабильно себе ехать там 70-80, которые ты хочешь. И неважно, есть там ветер, или он дует тебе в спину, или его нету, или 10 градусов, или 25, чтобы в любых условиях нормально себе ехало. Ну, как-то так. Так, хватит меня снимать. Вот. А так, ну, что, удалось ко всем заскочить. К Балабаю с Наташкой. Жалко, конечно, что только по-быстрому. А Юрки в Чехии, в Праге на вечер зависли. А Юра, он Георгий Курбанов. Вот так вот Юру взяли и слили. У Лени было, конечно, клево. Климат офигенный. Мы к тебе как-нибудь вернемся. Да, Таня? Нет. Ну, значит, я сам поеду. У Кефа тоже так по-быстренькому заглянули и У Кефа И мы всё. туда не поедем. и все. Там даже, так как Свете рано очень сильно вставать было, то Поэтому даже мы со туда не Светой и поедем. нет, и не увиделись. Чтобы не тревожить Свету лишний раз. Вот. Ну, а так в остальном, как бы, было, конечно, прикольно. В качестве эпилога я могу сказать, что для путешествия по Евросоюзу мне сложно представить себе выбор палатки в качестве ночлега. Разве что хочется именно этого колорита. Но палаточные городки обычно в сезон битком набиты. А за их пределами во многих странах ЕС запрещено ставить палатки. И получается, что ты платишь деньги, соизмеримые с койко-местом в хостеле, за возможность поставить палатку между головой и жопой других установленных палаток. Возможно, кто-то скажет, что место под палатку стоит немного меньше или намного меньше, но к этому еще нужно добавить оплату паркоместа для мотика, там бывают еще какие-то туристические сборы, ну и тогда все становится на свои места. К этому всему добавить также всю ту снарягу, которую приходится тянуть за собой, и уйму потерянного времени на установку, сбор этой палатки, и приходишь к пониманию, что, наверное, в ЕС все же кредитка в кармане, аптечка обычная, расширенная для путешествия в кофрах, набор, минимальный такой набор сменных вещей из оперы, там пару комплектов трусов, носков, чтобы их попеременно стирать, полотенца, мыльно-рыльные принадлежности, там некоторые наиболее критичные запчасти, которые удастся поменять по дороге, ну, соизмеримо с вашими навыками и возможностями, там, не знаю, свечи, лампы, латки для шин. У кого без камерки, то такие специальные плаги есть. У кого камерки, то еще ложки нужно тянуть, чтобы разбортировать. Да и базовый набор, собственно говоря, инструмента для всего этого ремонта. Вот и все, что нужно с собой брать в мотопутешествие. А если умений по ремонту нет, то есть предложения на рынке страховых, которые вам это в дороге могут починить. Но в следующем же эпизоде, который по своей сути будет приквелом ко всей серии, я расскажу, что брал с собой в это путешествие,
основываясь на советах Алексея Коровина, уже покойного, и Андрея Бересневича. Не помню, может, еще Панда-банда, по-моему, так назывался канал. По-моему, они тоже когда-то что-то рассказывали, но не уверен. Вот. И сможем сравнить со списком, который я только что озвучил. Насколько, собственно, это все полегчало. Но, правды ради, Алексей и Андрей, в общем-то, ездят совсем в другие страны. И там они действительно ездят палатками и дикарем становятся, то комплект, который они берут с собой, ну или Алексей брал с собой, то это абсолютно другой комплект, и он расширенный. Я же в это путешествие брал намного меньше, потому что ожидал намного меньше этих ночей с палатками. И раскрою еще такую тему, которую не помнится, чтобы увидел у кого-то из путешественников на канале. Собственно, как я планировал все это путешествие. Знаю, что из рассказов, из тех комментариев, которые Андрей дает в своих роликах, что он смотрит очень внимательно на карты Гугла. Я же пытался находить достопримечательности по дороге, но все это, собственно говоря, вместе с отслеживанием правил по разным странам, которые могут довольно сильно отличаться по Евросоюзу, также постараюсь покрыть в том приквеле.